Бета-серк улучшает микроциркуляцию, снижает частоту и интенсивность головокружений, уменьшение шума в ушах, улучшение слуха в случае его понижения. Показания. Препарат применяется для лечения синдрома Меньера, характеризующийся следующими основными симптомами. Головокружение, сопровождающееся тошнотой, рвотой, снижение слуха, шум в ушах. Применяется для симптоматического лечения вестибулярного головокружения, вертиго. Способ применения и дозы. Препарат назначают внутрь, во время еды. Дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от реакции на лечение. Для взрослых доза составляет 24-48 мг в сутки. Бетасерк 8 мг, 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Бетасерк 16 мг, половина, 1 таблетка 3 раза в сутки. Бетасерк 24 мг, 1 таблетка 2 раза в сутки. Таблетку 16 мг и таблетку 24 мг можно разделить на две равные части. Для этого следует поместить таблетку на твердую поверхность, риской вверх, и надавить на нее большим пальцем. Улучшение иногда наблюдается только через несколько недель лечения, а стабильный терапевтический эффект после нескольких месяцев лечения. Имеются данные о том, что назначение препарата в начале заболевания предотвращает его прогрессирование и потерю слуха на более поздних стадиях. Несмотря на ограниченность данных клинических исследований, обширный пострегистрационный опыт предполагает, что коррекция дозы у пациентов пожилого возраста не требуется. Специальные клинические исследования у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью не проводились. Однако, пострегистрационный опыт дает основания предполагать, что коррекция дозы у данной группы пациентов не требуется. Противопоказания. Феохромоцитома. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Бетасерк не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 18 лет в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности. Применение при беременности и кормлении грудью. Имеющихся данных о применении бета-гистина беременным женщинам недостаточно. Бета-гистин не должен использоваться во время беременности, за исключением случаев очевидной необходимости. Неизвестно, выделяется ли бета-гистин с грудным молоком у человека. Вопрос о назначении лекарственного препарата матери должен приниматься только после сопоставления пользы грудного вскармливания с потенциальным риском для грудного ребенка. Особые указания. С осторожностью следует применять у пациентов с связанной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, во втором и третьем триместрах беременности, а также у детей. Необходимо учитывать, что желаемый клинический эффект достигается после нескольких месяцев лечения. При диспептических симптомах бета-гистин рекомендуется принимать во время или после еды. Побочные действия. Часто тошнота и диспепсия, головная боль. Частота неизвестна. Реакция гиперчувствительности, в том числе анафилактическая реакция, рвота, желудочно-кишечные боли, вздутие живота, ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 1 год.